Дорогие подписчики, всем здравствуйте! Снова с нами сегодня Мэрилин Монро. Наконец-то. То что-то она где-то гуляла, я не знаю. До гулянок. Где-то гуляла она, да. Нет. То Новый год, то старый Новый год. Не верьте, подписчики, не верьте. Я гуляю исключительно из спортивных только соображений. Да? Ну, вот так вот. Так, а сегодня мы встретились с ней, чтобы поговорить, как вот эта прекрасная женщина так выглядит хорошо. Наше утро началось с яичницы, мы уже съели кофе, и мы обсудили мужчин. А что мы обсуждали? В общем, мы обсудили, что я сказала Гале, поскольку я из спорта, из фитнеса, что я не люблю мужчин, которые слишком за собой следят. Я люблю мужчин обычных. С лишним весом, неважно, там что, никак, там где-то, в общем, неважно. Важно, чтобы вот тут был мужчина и вот тут был мужчина, да? Да, и я добавила. И ты добавила, что? И ниже пояса. Да? Я забыла. Да, и психически здоров, правильно? Психически здоров на первом месте. Да. На первом месте. Да. Ну, вот такие у нас сегодня результаты нашего утра. Так, ну теперь давай, значит, рассказывай, Галь. Как вот ты так живешь, что ты выглядишь как Мэрилин Монро? 75 лет. Не, ну Галя говорит, не говорит, ну так наоборот, как подчеркнуть. Нет, я вообще-то своим возрастом всегда гордилась. Но. Потому что, я считаю, что годам так это к 30-35 человек уже должен все понимать, Да. все. Как оставаться здоровым, как вести себя в каких местах. Конечно, мы все позволяем себе иногда лишнее по поводу там вести себя. Вот ниже пояса вставили. Это же все шутки, Нет, каждый же понимает, но это важно в жизни. У меня публика уже без этого не сможет жить даже. А кто сможет, кто критикует, мы забаним. Да. Очень важно иметь в старшем возрасте хобби. Вот мы уже об этом говорили, но еще хочется раз подчеркнуть. Я долгие годы мечтала заняться декупажем. И вот все у меня не сходилось, никак время на это, пока я жила и работала дома. Но хотя домом я уже теперь Египет зову, скоро 9 лет. И очень важно заниматься любимым делом. Это выработка эндорфинов. Может быть, я не тот гормон назову, но я думаю, тот. И очень важно быть в хорошем настроении, получать удовольствие от того, что ты делаешь. Говорю Виктория, какая у нас будет тема? Она мне пишет, как всегда, как оставаться молодой, счастливой, красивой в твоем возрасте. Да. Я как раз о том, что две категории женщин, я бы так поделила, которым абсолютно наплевать на свою внешность. Абсолютно. Я же тоже живу в этом мире, я бываю везде. Но еще, кому-то совершенно не безразлично, как он выглядит, как на него реагируют окружающие. Мне одна моя приятельница, очень интересный человек, всегда говорит, Хургада еще и тем хороша, что это страна мужчин, Египет, и ты идешь, и ты ловишь взгляды, это поднимает твою женскую энергию. Неважно, сколько тебе лет. Если ты хорошо выглядишь, как я говорю, никто не кинется изучать, сколько у тебя морщин. Смотрят, какая от тебя энергия, сколько позитива ты несешь. Да. Буквально ждала Викторию сегодня, встретила подписчицу Виктории, и она мне говорит, ой, мы вас смотрим. Это вот там внизу, да? Да. Да ты что? Да, и она говорит, наш возраст, меня, которые 12 лет, 14 лет меня моложе, они все говорят, наш возраст. То есть, я тоже себя к 60-летним могу причислить. Да. И она говорит, не могу ни с кем общаться. От всех такой негатив идет. Так если вы хотите негатив найти, так он будет на каждом шагу. Почему нет? Его и так много, правда? Так, я уже и в старых видео во всех говорила, что я большим своим достижением считаю, что я
вот научилась вот в куче мусора найти вот кусочек, там цветочек пробился или еще что, я говорю себе. Такая грязища тут, а вон же ведь, да наплевал он на эту грязищу. Вон какой цветочек нам дал, этот росточек. Каким-то образом это семечко попало. То есть стараться вот в это культивировать себе. Попробуйте. Поймете, что самому легче. Особенно вот тем, кто привык видеть плохое. Вот это прям мой совет. Прям мой совет, потому что это дает все. Это дает настроение, это дает желание хорошо выглядеть. Потом, когда вы будете идти по улице и вы будете ловить взгляды на себе, ой, как приятно, девочки, уверяю вас, в любом возрасте. В любом. Я сегодня, знаете, хотела одеть юбку, которую мне Галя шила. Шикарную. Обманула меня, не одела. Да. Представляете, я сказала, что я одену ее. Утром стало у меня другое настроение. Думаю, я сейчас буду бегать по торговому центру. Там вот эти эскалаторы сейчас зацеплю, порву юбку и каблуки свои. Думаю, не пойду. И пришла вот так вот, как вот бегать режиссеру удобно. А сегодня нам пришлось с Галочкой много бегать. Сначала по торговому центру Хургада Сити Центр, потом в детском отделе, а потом еще по городу. Какую-то корзинку надо взять для клубники, Галь. Чтобы эта корзинка служила, вот что делала. А если дуршлачок? Почему? В моем стиле, правда? Во-первых, ярко. Скажи, дорогая Ирочка, ты знаешь что? Ты как хочешь, но Галя выбрала тебе друшлаг. Нет, скажи, что... А что не? Я скажу, что ты выбрала. А если вот так? А ну вытащи. Вот симпатичный. Пусть она тут фрукты держит, овощи, правда? Вот это краса, хорошенькая, да? Да. Ей желтая, если хочешь, но... Да нет, она любит, знаешь, какие-то серые тона постоянно. У нее все квартиры серо-белые квартиры. А потом я спрошу мужа, она отдала? Берем или нет? Берем, хорошенькая. Клубничку так вот наложим. Так что... Так, понятно? Знаешь, надо что посмотреть. Смотри, тут не... Да, посмотри, Галочка, посмотри. А ну покажи миску для Ирины Останиной. Галочка выбрала. Да, супер. Бриллиант. Да, бриллиант. Но мы должны с тобой продемонстрировать еще юбку, да, Галь? Ну, да. Да. А для этого надо мне тоже новую юбочку пошить? Да. Мы это еще сделаем. Потом после этого фильма мы идем Гале шить кофту, примерять, да? Да. Галя мне еще такую кофту шьет, тигру, да? Леопард. Ага, там у нас еще платье есть, еще другая юбка, да? Так что ждите, это я буду... Звезда. Ой, я буду звезда. Как я с этим гардеробом уеду, я не знаю. Мне мои внучки, они меня с детства звали по имени, потом, когда повзрослели, и теперь они мне пишут: звезда моя, ну что, проснулась? Как твои дела, звезда моя? Больше никак не зовут. Ну да. В таком хорошем месте сидим. У нас тут ты скажи, что мы оббегали весь торговый центр, скажи. Да. Вот Сити-центр мы оббегали, мы многих спросили, как сюда пройти. Потому что Виктория, видимо, его примерно знала, это кафе, но как его найти? Оказывается, оно... Я просто была... Вид как на крыше, да. Я заходила сюда с другой стороны, я думаю, как же тут выйти с этого? Нам там все не понравилось, скажи. Все не понравилось, да? Где-то музыка слишком громко, где-то темновато. Да, я же, если мне что-то не нравится, то я же буду носиться как конь бешеный. Вот в этом мы с ней схожи, поэтому нас вот и притянула вселенная. Я так по ней соскучилась, я уже ей матюки слала. Ну уж ты уж скажешь матюки, я тебе прям позволила матюки слать. Я так уже соскучилась по ней. Ты же привыкаешь? Да, я тоже прикипаю к людям очень. Если вот моей энергетики человек, если вот мне комфортно, я прям скучаю. Но это опять же издержки. Мужчины нет ни у тебя, ни у меня. И вот мы притягиваемся. Так, дорогие мужчины, вот это тоже озвучила, так что, пожалуйста. Ты думаешь? А что? Ой, я такая противная, мне все надо идеально. Ничего, такого же найдешь. Да? Я же волшебная, у меня одна девушка вышла замуж с моего ютуба. С двумя детьми из Турции. Только одна?
Да. Что так мало? Не, одна вышла замуж, а другая тоже. Он попросил номер, позвонил ей, а потом у меня там с телефоном что-то случилось, я потеряла ее номер. И получается, что я не знаю, как там дальше у них. Но одна знаю точно, он ее забрал с Турции с 2 детьми. Вот увидел, говорит, Виктория, дай номер. Ой, ну боже мой, ну давай, сейчас мне хейта накидают, что я озабочена, я уже готова к этому. Я озабоченная, да. Так у тебя возраст такой, милая. Я такая всегда была. Хорошо, но я тебе говорю, что к 70 не у всех. У тебя будет, не волнуйся. Да? У меня тоже. Так что я буду такая хулиганистая бабенка, да? Бабуська. Это я своему другу говорю. Ты знаешь, говорю, слушай, ну, там поэту, вот этому поэту, писателю, говорю, я, наверное, вот в старости буду вязать, и заниматься вязанием, и вот буду выращивать там помидорчики, огурчики в теплицах. Я просто, знаешь как, я у бабушки ела свежее вот это все, оно пахнет. Я тоже в России дача была. Мне вот тут ничего не подходит, нет запаха. И вот так буду смотреть на сад, на свои помидорчики, огурчики и вязать. Он говорит, даже не думай, ты будешь еще в старости востребованная со своим этим. Да. Вот. 100%. 100%, да? Ой. Так что, ну, вот такой прогноз у нас. Ты расскажи, что ты делала, где так гуляла долго. У меня были лучшие моменты за последние несколько лет. Я в этом году была в России, я не могла видеть своего сыночка, потому что он поехал реконструкцию делать своей фирмы, все на новый лад, все на ботах хочет сделать. Ну, в общем, все как по-современному, как надо. И он был в Москве, когда я была в России, в своем родном городе, в Перми. Вот, и мы не виделись. И у меня прям такая была тоска. Сколько он провел времени здесь? Он здесь был 16 дней. Насытилась? Нет. Он уехал. У меня такой взрыв мозга. Я не могу с собой справиться. Я хожу, у меня полно дел. Я вроде что-то делаю, дела двигаются плохо. Да? Мне просто, если ты захочешь, я тебе маленький кусочек дам. Ты вставишь, как мы с ним гуляли на Марине. Да, ставлю. Да, он приехал 30-го, и вот и Новый год он был со мной, я прям... Класс. Мы оба такие, ему много моих черт передалось, я вот прям он что-то делает, и я вижу, это я. Это можно я его выложу, можно, да? Ну, маленький кусочек, я думаю, вот да, где мы идем. И... Ладно, я даже разрешения спрашивать не буду, потому что он скажет, ну, мам, ну зачем? Не спрашивай. И он посмотрит. Ну, так пусть посмотрит, нежданчик будет. Вот, я, конечно, ребенка безумно люблю, я, может, даже уже где-то говорила, у меня были такие тараканы в молодости, я не хотела категорически второго ребенка, я говорила, я этому что-то не додам. Я не понимаю, потому что он такой заласканный у меня вырос, и он такой вот, если мы рядом, чтобы он не обнял меня, это нонсенс. Слушай, есть какая-то история интересная? Ой, я вообще, это вот прям совсем не мое кому-то мыть кости, вот совсем не мое, потому что, как есть такая поговорка, одень мои тапки, походи в них. Да. Никто не знает, кто бы в какой ситуации как поступал, но мне жаль этих женщин, которые не включают мозги, которые вот прям явных сигналов не видят, что это путь не тот. Я знаю такие истории, естественно, без имен, даже без того места, откуда они уехали. Продают все, машины, квартиры, рвут связи с близкими и все вкладывают в этого мужчину. И потом, а мужчина, естественно, моложе, он дает ей много эмоций, но, как сказать, плата за эти эмоции очень дорогая. Какие эмоции?
Ну, какие эмоции? Секс, дорогая, о чем мы так любим говорить. Да? Вот, я вычитала уже давно, что сексуальная зависимость, она даже сильнее, чем наркотическая, представляешь? Да? Да, дорогая. Жаль, что в те годы, когда я это прочитала, еще соскринить как бы не догадывались, а то у меня прям весь телефон на 560 гигабайт забит вот этим всем. Всякими умными мыслями. Ну, короче говоря, я люблю взаимную любовь. Ну, как бы я неправильно сказала. Взаимная любовь – это прямо кайф, радость, наслаждение. Но где взять такое? Где? В Египте, мне кажется, это прямо редкость. Ну, не знаю. Я знаю много счастливых семей, да. И потом выясняется, что там тоже через такие приключения люди прошли. О-хо-хо. Смотри, если коротко, то так. Продают все. Приезжают в Египет. Все в это чудышко вкладывают. Я не имею в виду Валерию. Нет, я вообще эту тему не трогаю. Вот. Это старые все романы, скажем так. Романы, да. Вот. И люди продадут все, приедут, все для него сделают, а он на этой машинке фестивалит с молодыми девочками, потому что здесь же очень этих историй много, когда женщина на 15, на 20 лет моложе. Я не знаю, я и женщин понимаю, я всегда так говорю. Сколько я видела в жизни хорошего в браке, а если кто-то ничего не видел, я не осуждаю, избави Боже. Только надо как-то уметь сортировать вот это вот, что или тебя только используют всего-навсего за бесплатный секс, или тебя только используют, или это любовь. Это же вот, ну, когда ты уже взрослый, это уже читается прям черным по белому. И сегодня мы много за кадром говорили про путешествия, потому что, ну, как бы часто говорим на эту тему, почему Египет. А я вам скажу, почему, и тоже, возможно, в котором-то это у нас уже 6-е видео, друзья. Может быть, в каком-то из видео я уже говорила, что я пожила немножечко в Южной Америке, в 3 странах. И мне безумно понравился Чили. Просто это бывшая испанская колония, просто аналог Испании. Вот. Но квартира съемная у нас там стоила $1200, а у меня здесь даже 100 не стоит. Поэтому, конечно, вот еще и в этом ценность большая Египта. Что здесь все, я поехала на базар, не специально я ездила за нитками, но там базар был рядом, я зашла сейчас я вам скажу, на 10 фунтов он мне дал 1,5 килограмма помидор. Я еще раз цену посмотрела, еще раз его переспросила. 10 фунтов, 1,5 килограмма помидор. Конечно, вот это вот. А сейчас помидоры очень вкусные. Они летом росли. Это сейчас уже посажен новый урожай. А вот после зимы они не такие вкусные. Это уже мои выводы. Ну вот, смотрите сразу. 5 минут и мы осветили шитье, Южную Америку и базар. Вот как хочется много вам рассказать. Так, ну мы немножечко покажем вам все красоты Хургады, да, Галь? Да, дом замечательный, квартира очень хорошая, ну вокруг мама дорогая. Вот так. Ну ты на это все не смотришь, правильно? Ну а что делать-то? Да, У ну меня что есть делать? выбор. У меня иногда есть желание взять метлу и подмести. Да, но это просто быстро повторится, правильно? Конечно. Я же вижу, как Дорман уберет, и из-за ветра через пару дней снова то же самое. Да. Дорогие подписчики, мы, в общем, ту миску не взяли. Она там была какая-то разбитая. Да. Причем перебрали 20 мисок. 20 мисок. И поэтому мы идем искать другую миску, потому что мне для поздравления нужен какой-то, я не знаю, кувшинчик, миска, что-то такое, да?
торговом центре миску нам на кассе вернули, потому что она была треснувшая. И все остальные тоже треснувшие, поэтому, если будете выбирать посуду, аккуратно. Ну, собственно говоря, наши поиски продолжаются. Готово, да. Так. Давай сюда. Иди сюда. Вот ее Ирина квартира. Давай, иди сюда. Давай, тихо, тихо. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ирина. Happy birthday to you. Я сегодня Винни-Пух с пятачком. Заходи, заходи. Ты сначала говорила я пятачок, потом ты. Да, но я... Ну, дорогие подписчики, мы под квартиру Иры зебру купили зебру тоже. Вот, так что Иринка будет гостей... Открывай фиалками. Ой, это фиалки, а гостей угощать всякими там вкусняшками. Фиалками. А тут у нее зебры. Тут тоже зебры. Кстати, эту квартиру да плохо показала, вот теперь можно повторить. Вот такая у Иринки тут квартира зеброподобная. Так что, если вы хотите ей что-то подарить, дарите ей серо-белого цвета. Это вы так долго? Да что долго? Мы не... Да, она говорит мне, мы через 15 минут, у меня сейчас зарядишь. Шила. Да. Вот это да, посмотри, какая красота. Ну вот. Так что, дорогие подписчики, Иринке дарите все. Какая гамма. Посмотри, Да. Слушай, 7, да? Посмотри, а есть 6? 6, 7. 7, да. Так Семь. вот что удивительно, у нас же всегда по 6. Да, тут прям 7. Счастливое число. Ну, в общем, Иринка, 7 внуков тебе в будущем. Да, дорогие подписчики. Не соглашусь на 7 внуков. Дорогие подписчики, в общем, если вы едете к Иринке, вот, пожалуйста, вот такого все цвета не прогадаете, понимаете? Ни за что не прогадаете. Черные тоже можно, но лучше зебру какую-нибудь там по дороге убить и мясо привезти. Вот так. Так что вот так. Девочки, спасибо, так приятно.